Всем привет, друзья, и с вами снова Аня, это канал Рен.Анет, и у нас продолжается рубрика по обзору пройденным нами играм. И сегодня я хочу рассказать вам, я не помню, какая она там была по счету, но проходили мы ее в самом начале, когда только начиналась, да, наша вся эта стримерская тема, и это игра Hellblade. Возможно, ты о ней слышала, если не слышал, то... Просто завариваю чаечек и поехали. Сейчас тебе расскажу, что это такое. И, само собой, все это будет подкрепляться моим личным мнением, поэтому, да, это будет честный обзор. Сразу скажу, что перед тем, как начать эту игру, мне посоветовали дождаться мои наушники. В одном из обзоров я о них рассказывала, пользуюсь ими, кстати, до сих пор. И я такая... Окей, хорошо, подождем, потом разберемся, почему мне сказали их ждать. Собственно, первое, с чего начинается, это, мне казалось, заставка, но, как оказалось, это прям уже часть игры была. Скажу вам прям вот сразу сходу, что даже увиденная мною картинка уже меня воодушевила, и я поняла, что игра все-таки она будет затягивать своей атмосферой. Если я не ошибаюсь, там не про викингов, а про кельтов. Что-то подобное я такое читала. И, собственно, будем играть за девушку, которую зовут Синуа, и у нее есть такая, как я ее назвала, некая способность слышать голоса и видеть тьму. И, значит, все, что нам здесь показывают пока, это мы просто куда-то плывем, мы что-то слышим, и вообще непонятно, что происходит. И потом по ходу процесса, но в принципе в самом начале мы узнаем, что главная героиня отправилась в царство мертвых, чтобы вытащить оттуда душу давно или недавно погибшего человека. Ну и, собственно, что томить, этим человеком оказался ее возлюбленный Диллиан, который пал в бою, как я поняла, и Синуа не смогла с этим справиться и просто решилась отважиться на этот поход и вытаскивать его, как-то, не знаю, воскресить получается. Вообще хочу сказать пару слов о героине. Как мы видим, она отправляется в безумно опасный путь, и вообще неизвестно тогда, вернется она или нет. Но это отважно, и в то же время в ее глазах постоянно есть какой-то страх. Она постоянно шугается того, что она видит. И как раз та самая тьма, о которой я говорила, это враги, которые будут попадаться на твоем пути. Все-таки здесь Синуа отваживается, она с ними сражается. То есть, несмотря на свой страх, несмотря вообще, в принципе, наверное, ни на что, она идет вперед, и вот просто есть цель, не вижу преград, как говорится. А вот еще интересный момент. Да, как вы заметили, нет ни шкалы здоровья, ни какого-либо снаряжения и нет инвентаря. На самом деле это дает упрощенное восприятие игры, то есть тебе не приходится отвлекаться на всякие какие-то сборы предметов, еще на что-то, на те же хилки. То есть да, здесь даже нечем хилиться. Но не так много времени занимает на то, чтобы у тебя здоровье восполнилось, хотя во время боя нужно быть внимательным. Есть определенный, конечно же, момент, когда ты понимаешь, что у тебя здоровье практически на нуле, по краям экрана начинает появляться красный цвет и мигать. Возможно, еще иногда слышится звук сердца. Скажу парочку слов об управлении, и оно такое, не скажу, что шибко замудренное, не скажу, что прям мега-вау, но для игры, именно для такой игры, это самое то, как мне показалось. Значит, на вас ты перемещаешься, на F ты взаимодействуешь с предметами, и на E у тебя есть сосредоточение. В общем, это когда у тебя идет концентрация на каком-то предмете, и это придется часто использовать, когда нужно будет решать какие-то головоломки, а они здесь есть, и я помню какое-то место я проходила долго, потому что никак не могла понять, а чё, а где, а как. В общем, штука прикольная на самом деле. Значит, мышку ты будешь использовать чисто для нанесения ударов. Левая кнопка это как быстрый удар, правая кнопка тяжелый. И раз уж мышку мы используем только чтобы наносить удары, блок ставится на клавишу Ctrl. И насколько я помню, насколько я постаралась внимательно пересмотреть все свое прохождение, ну не все, а отчасти, то я вроде бы этой клавишей не пользовалась вообще от слова совсем. Но в любом случае знаете, что блок можно ставить, им можно пользоваться, поэтому не будь как я и используй все возможности. И здесь нет прыжка, но пробел он все равно используется, это для уклонения. Кстати, штука на самом деле вполне удобная, то есть не приходится где-то какую-то отдельную кнопку нажимать, а привычно нам пробел как бы... Ну, это вполне годно было, потому что
Я частенечко им пользовалась и, так сказать, пробел меня иногда спасал. Еще одна такая полезная вещь во время боя — это зеркало. Сначала, если честно, я не поняла, как эта тема работает вообще, что это такое, как оно включается и, в принципе, для чего. И так я с одним боссом мучилась где-то около часа или полутора, пока не поняла, что это зеркало должно заряжаться вроде бы как от того, что ты наносишь урон. Условно, оно замедляет не время, а самих врагов, и поэтому они не успевают еще даже нанести тебе один удар, а ты им 10 уже успеваешь вкидывать. Полезная на самом деле тема, благодаря ей я все-таки смогла положить там своего первого босса. И вообще, когда много врагов, то есть, да, не забываем, что опасность на нашем пути никуда не делась, и когда врагов много, это прям must have, поэтому рекомендую пользоваться этим частенечко. Единственный неудобный для меня был момент во время боя — это переключение целей. Камера, если что, не разворачивается. То есть, да, чтобы переключиться с одной цели на другую, нужно именно было потыкаться кнопочками. То есть мышку я не могла никак вообще использовать, я не могла посмотреть, что вообще вокруг меня происходит. И не частенечко, но иногда я погибала именно от того, что я не знала, кто и сколько позади меня врагов. Но разрабы очень прикольно это сделали, я, правда, это не сразу поняла. Есть компенсация этого. Поскольку мы слышим, да, всякие эти голоса, они с нами все-таки взаимодействуют. И они помогают нам во время боя. То есть, когда, да, перед тобой враг, ты с ним там все еще пытаешься разобраться, и ты не знаешь, что происходит позади тебя, эти голоса тебе говорят, типа, осторожнее или обернись, что-то в этом роде. Короче, они нам помогают здесь именно, что надо к ним тоже прислушиваться. Блин, ну я не знаю, это было круто сделано. Все-таки скомпенсировали нехватку обзора и добавили такую... Наверное, показали нам то, что вот эти голоса, они все-таки нам помогают. Хотя иногда они говорят нам, чего-то не надо делать, а другие говорят нам делать, но мы все равно делаем то, что нам надо. В самом начале я сказала, что у Синуа есть некая способность слышать голоса, а если быть точнее, то разговаривать с ними. Она может разговаривать с умершими, она может их видеть, как мы впервые увидели, да, нашего погибшего друга Друта. Он с нами тоже разговаривает, он нам рассказывает истории. Кстати, интересно их послушать, но я, к сожалению, многое очень упустила. Но послушать его все-таки, я думаю, стоит. Ну, если уж открывать карты, то на самом деле у Синуа нет никакой способности разговаривать с погибшими, а это просто ее галлюцинации. Ну, или уж если прям совсем быть точнее, то у нее, я как понимаю, развитая шизофрения, и, я думаю, здесь комментарии не нужны. И я читала, что для разработки этой игры и для, знаете, придания атмосферы вот этой вот шизы, получается. Короче, изучалось поведение шизофреников, вообще всех тех, кто страдает подобными заболеваниями. И, как мне, помню, писали в комментарии, что не смогли пройти эту игру просто из-за того, что ты сам потихонечку начинаешь сходить с ума. Это тяжелая игрушка, и я не знаю, как я ее прошла, наверное, мне просто было интересно это пройти, я особо старалась на это все внимание не обращать, но кукухой можно поехать, так что будьте аккуратнее. Я люблю красивые игры, я люблю красивую картинку, но здесь я скажу не то, как сделано там цвета, освещение и все прочее. Просто, по крайней мере, для меня показалось, что картинка вполне годная. Точно, что я могу сказать, это то, как каждая локация передана не за счет цветов, освещения и даже не звуков, хотя они играют здесь большую роль. Наверное, за то, как показано каждое из мест. Например, запомнившаяся мне локация — это когда мы приходим в сгоревшую деревню, и ты прям, я не знаю как, но прям чувствуется пустота этого места, и не знаю, у меня какое-то сочувствие вообще к этому возникло и к тем людям, которые там были. В общем, то, как здесь разрабы постарались с прорисовкой мест, это прям круто, и я была в восторге. Еще добавлю пару слов касаемо визуализации, или того, как нам показаны некоторые такие моменты. Мы словно переносимся в это место, плюс, да, присутствует анимация, то есть здесь прям видно, что ты находишься, скажем так, в
каком-то астрале или типа того. Ну или, например, также, когда мы решаем какие-то головоломки, когда мы фокусируемся, да, на предметах, чтобы, так сказать, увидеть истину. Тебе начинает казаться, что ты словно находишься вот между какими-то мирами. И, пожалуй, самое такое, то, что запало мне в душу, это то, как показана героиня, то, как у нее происходят какие-то, знаешь, типа срывы, когда она начинает кричать, когда у нее начинается паника. Здесь я 100% могу сказать, что если у тебя говно наушники, ты не поймешь кайфа этой игры, а в моих просто есть еще функция объемного звука, и ну, у меня там прям мурашки ходили по коже, благо с ума хоть не сошла. Если честно, какого-то супер-мега мнения я о ней не скажу, особенно какие-то плюсы и минусы. Я не настолько детально разбираюсь в играх, чтобы сказать, что здесь это было как-то неправильно сделано, здесь можно было сделать по-другому и так далее. Это чисто такое мнение любителя поиграть в хорошие игры с хорошим сюжетом, и для меня немаловажно, когда к игре подходят с большой ответственностью и, наверное, в первую очередь любовью. Сначала пришлось изучить психологию поведения шизофреников, как они вообще себя ведут, как они живут и как вообще это все передать можно в игре. Кроме того, сам сюжет, ну, он меня взял за душу, и как-то, наверное, даже немного это грустно было. Я концовку говорить не буду, но скажу вам так, я с нее прям удивилась. Когда я ее увидела, я просто сказала, хочу вторую часть. Она вроде бы как будет, но дата еще неизвестна, ее переносили вроде бы с 19-го года или может быть чуть позже, честно не помню. И до сих пор никакого анонса вроде бы как нет, но я прям с огромным удовольствием поиграю во вторую часть и может быть даже и переиграю в первую, пока будем ждать вторую. Но это однозначно то, во что нужно играть прям с огромной аккуратностью. Еще раз напоминаю, что не все игру смогли пройти за счет того, что она психически на тебя может сильно надавить, поэтому, ребят, будьте осторожнее. Ну и, пожалуй, больше мне сказать нечего. Я однозначно рекомендую все-таки в нее поиграть, посмотреть. Вообще, наверное, знаешь, может быть, в более мягкой форме понять, как ведут себя люди с таким заболеванием, и просто, наверное, почувствовать себя полным страха, но в то же время с какой-то отвагой героем и попытаться спасти любимого человека. Ну, а на этом давай мы попрощаемся. Пишите в комменты, проходили вы игрушку эту или нет, ждете ли вы вторую часть, потому что я безумно ее жду, ожидаю. И все те, кто только присоединяется, ребят, добро пожаловать. У нас и стримы, кстати, еще проходят, и на ютубчике, вот на ВК мы тут недавно и фильм смотрели, и мультики тоже смотрим иногда. А чё? 22 года это не приговор, а еще дальше еще хуже. Короче, чтобы не пропускать это все, на телегу подписывайся, внизу там ссылочка найдется, и туда и оповещения закидываю, и что-то какие-то изменения, и вообще бывает какую-нибудь жизненную фигню закину. Бывает, знаешь, там столько фотографий котейки моей, моих фоток столько нет, наверное. Вот, поэтому просто чтобы поднять нам настроение, поэтому давайте почаще улыбайтесь, друзья, и все будет хорошо. Ну, на этом прощаюсь. Удачи тебе и береги себя.